Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о том, какие часы настольные лучше всего купить для дома. Сначала вспомним, какие часы были в Советском Союзе. Самые продвинутые часы это были часы вот такого вот формата, достаточно большие, вот с мою ладонь практически. Это не будильник, это именно часы. У них самое главное преимущество – это недельный завод. То есть, когда не было электроники, даже еще от батареек часов не было, вот такие вот часы раз в неделю заводили, допустим, по понедельникам, и они прекрасно работали. В этих часах не было функции будильника. Здесь только есть для перевода стрелочек. Такой вот кружочек крутится. И непосредственно ключик, которым эти часы заводятся. Также есть окошечко. Если его открыть, там будет винтик. Там на этом винтике надписи плюс-минус. Вот, если вам там будет видно, этим винтиком можно было немножко регулировать ход часов, чтобы они шли чуть быстрее или чуть медленнее. Опять же, во всех советских часах была такая возможность самостоятельно регулировать ход часов. Ножка, на которой они ставятся, это, друзья, винтажные тяжелые часы с пружиной на неделю, с недельным заводом. Сейчас я их в сторону отодвину, они у меня просто лежат, как память об СССР, как память о моей семье. Просто ценная вещь именно для меня, для других она вряд ли ценность представляет. Но сейчас, конечно, уже полностью устаревшая. Ну а уж если покупать настольные часы, то, безусловно, часы должны быть светящимися, чтобы ночью было видно, сколько времени. Глаза открыли, посмотрели, пора на работу, не пора, и дальше спокойно спить. Касаемо того, какого цвета выбрать подсветку на часах, то есть они есть красные, зеленые, синие, белые. Красные часы меньше всего светят ночью. Белые, синие часы, они ярче светят. Когда будет полная темнота, если вам нужны часы еще и как ночник, чтобы они немножко комнату освещали, лучше всего берите с белыми, зелеными или синими цифрами. Самые яркие это синие и белые, естественно. Просто спектр даже можете, вот как на радуге, там красный цвет, он самый тусклый идет, самый первый. А фиолетовый, синий-фиолетовый, уже там совсем белый, они самые яркие. То есть, если не хотите, чтобы комната ночью освещалась дополнительно, возьмите красненькие часики. Красные или оранжевые. Они не будут вам мешать спать. Если наоборот хотите, чтобы было в комнате немножко что-то видно, то с белыми цифрами. То есть вот так вот это выглядит в темноте. К сожалению, фотоаппарат в темноте снимает плоховасто, но тем не менее от белых часов все равно идет некое свечение. От красных ничего не идет, просто видно время и все, более тускло. Часы электронные все имеют отсек для батареек. Батарейки в часах нужны для того, чтобы если у вас там на какое-то время отключился свет, на небольшое время, то в часах время не скинется. Если у вас батареек в часах вставлено не будет, то даже малейшее моргание света приведет к обнулению времени на часах. В общем-то ничего страшного, но если вы эти часы будете использовать как будильник, то можете проспать. Вовремя не проснуться на работу. Сейчас, мне кажется, вопрос с будильником уже не актуален, поскольку все вместо будильников используют мобильные телефоны. Это удобно, его обычно рядом с кроватью кладут, и выключить его удобно, когда утром просыпаются. Но раньше пользовались все-таки часами. Несколько будильников на разное время можно установить. Не знаю, насколько это актуально. Обычно будильник устанавливают на какое-то одно время, даже если вы в семье. Там муж и жена утром просыпаются на работу, и кому-то надо раньше выходить, все равно, скорее всего, проснуться одновременно. Кто-то просто может подольше полежать в кровати. Если еще остались такие люди, которые ставят себе будильник не в телефоне, а вот в настольных часах, отпишитесь в комментариях, мне даже интересно. На мой взгляд, таких людей вообще не осталось, никого. Но может быть такие еще и есть. Сигналы будильников я вам, наверное, не буду включать, они очень громкие. Хотя нет, хотя дам послушать вот в этих часах. Также эти часы более старые, это японские часы, фирма Perfect.
Очень известная японская фирма именно настольные часы делает, а также которые на стену вешаются, кварцевые часы они выпускают. Достаточно точные. Слева более уже современный такой гаджет. У них очень много названий. Вот практически все часы одинаковые. Они делаются как брусок дерева. Но при этом они имеют множество названий. Множество фирм их выпускает. Мне кажется, что просто разное название штампуют, а делаются они все где-то в одном месте. В Китае, естественно. Перфекто отличается тем, что у них очень большой размер цифр. Хорошо для людей, у которых совсем плохое зрение. Их действительно видно. Часы, вот которые как брусок, их тоже видно достаточно хорошо, они читаемы. Но если зрение плохое, то лучше взять, конечно, с большими цифрами часы. Тут даже думать нечего. У часов Perfect и у часов, которые сделаны в виде бруска, есть как 12-часовой режим отображения времени, то есть AM и PM, так и 24 часа отображения времени, что мне очень нравится. Также, если часы, которые сделаны вот в виде деревянного бруска, отключить от сети и вынуть батарейки, а потом их вставить батарейки, у них почему-то переходит отображение градусов температуры в Фаренгейты. А потом, если опять вынуть батарейки и вставить, переходит опять в градусах Цельсия. Как эта кнопка регулировать, друзья, я не нашел. Но вот если полностью их обестачивать, то можно добиться разного отображения температуры в комнате. Так что если у вас часы вдруг запоказывали в Фаренгейтах, попробуйте просто их полностью обесточить, вынув батарейки из них, и заново вставить и включить. Часы Perfect имеют только два положения подсветки, чтобы она не мешала спать вам. И в принципе ее хватает мне и днем. И подсветка для яркого солнца, она становится очень яркой. Будильник в этих часах Perfect Digital всего лишь один. У часов Perfect все управление сверху. Вы нажимаете кнопку и переводите часы или устанавливаете будильник. Также есть переключатель. Вот будильник включен, точка сверху загорелась, вот выключен. Давайте сейчас установим будильник на 10:25 и дам вам послушать, как он орет. Сейчас сработает будильник. В общем, стандартный противный звук, под который противно просыпаться, но вы точно проснетесь. У этих примерно то же самое. У современных часов, которых, как я говорил, множество названий, также вставляются батарейки. Батарейки здесь вставляются 3 штуки, мизинчиковые. Управление из 3 клавиш. Кнопка номер 1 – это кнопка Set. Если ее немного удержать, то замигают часы и другие настройки. Первой кнопкой также можете, когда часы у вас уже выставлены, изменять яркость дисплея этих часов. Второй кнопкой выбирать режим отображения, что на часах будет у вас отображаться. А третья кнопка – это управление будильниками. То есть вот смотрите, сейчас максимальная яркость этих часов, это чтобы ночью у вас в комнате эти часы еще и как ночничок работали. Ну и, конечно, на ярком солнце их будет замечательно видно. Это даже избыточная яркость. L1. Вот L2. Потусклее. L3. Самая адекватная, на мой взгляд, яркость. Видно и днем, и в темноте. Не освещает комнату, не мешает спать. L4. Это самый тусклый свет. То есть вот даже с тусклым светом красных часов можете сравнить. В принципе, время видно, достаточно контрастно. На черном фоне белые цифры замечательно читаются. Но мне кажется, это уже совсем тускло. В часах 3 будильника. Первый, второй и третий. На разное время устанавливается. Ну и, конечно же, отображение. Дата, секунды и температура в комнате. Дата в формате американском. Сначала месяц, потом число.
Если бы было наоборот, я бы, наверное, этот режим себе поставил. 18 марта, очень удобно. Но поскольку здесь не по-русски все, то меня раздражает, когда месяц идет первым. Ну, я привык по-другому смотреть отображение. Поэтому у меня обычно либо секунды работают, либо температура. Также у часов, которые сделаны в виде бруска, есть возможность беспроводной зарядки. Положить телефон, у которого есть функция, например, беспроводной зарядки, он будет заряжаться. Ну, такая вот зарядная станция получается. По точности хода все кварцевые часы достаточно точны. Тут плюс-минус секунда в сутки, наверное. Ну, можно раз в месяц немножко подвести их. И те, и другие. Вообще у меня эти часы, конечно, стоят в разных комнатах. Я их вот включил вместе именно для обзора. Но вот если бы я выбирал, какие часы купить себе только в единственном экземпляре, конечно, я бы купил которые посовременней. Дополнительные функции никогда лишними не бывают. Пока с температурой в комнате тоже достаточно приятно. Смотришь иногда на них и там думаешь, можно окно открыть, жарковато стало. И так, конечно, чувствуется, но будильник чем-то помогает это сделать немного быстрее, чем ты начнешь потеть или замерзать. То есть вот сейчас вот 27 градусов. Хотя на улице зима, но батарея топится хорошо, конечно, настало время проветрить помещение. Могут ли часы работать без розетки данные? Эти часы, если отключить питание из электросети, достаточно долго проработают, но индикация у них вся тут же погаснет, они просто будут сохранять энергию и там внутри себя поддерживать точное время. Современные часы, если у них пропадет питание, они перейдут в режим работы от батареек, индикация не погаснет, также продолжит работать. Попробовал их включить на одних батарейках, вот на 3 батареечках, на новых. Проработали они где-то часов 8, потом батарейки сели в 0. То есть очень быстро батарейки сядут. Так что автономно ими пользоваться нельзя, обязательно нужна розетка. В комплекте с ними идет USB кабель, который можно подключить как к адаптеру телефонному, так и к компьютеру. Я так полагаю, что от компьютера они тоже будут запитываться. Но для этого компьютер должен вечно быть включенным. Если же вам нужны автономные часы, то часы, которые светятся, вам не подойдут, батарейки вам не хватит. Ну, каждые 8 часов вы же не будете батарейки менять, покупать новые. Поэтому тогда придется брать аналоговые часы, сделанные под советские будильники. Сейчас таких очень много продаются, но которые ходят от батареек. Ну, либо настенные часы купить. Конечно, помимо кварцевых часов со стрелками есть еще и часы вот такого вот плана, с циферками только большие, но их вам будет не видно при ограниченном освещении. Нужен будет только очень яркий свет в комнате, а это, мне кажется, ну так себе удовольствие. Подытожив выпуск, друзья, я, конечно, рекомендую вам купить вот такие вот современные часы любой фирмы, без разницы. Но все-таки с красненькой подсветкой, так как белая подсветка ночью все-таки раздражает. Берите красную подсветку, и в идеале, если там все-таки будет возможность, регулировать яркость этой подсветки. Сделать ее ярче или тусклее. Вот, то есть ярко и потусклей. Эта кнопка, кстати, выключать будильник. На этом все. Всем пока. До новых встреч.